Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему нельзя дома хранить старую обувь. Друзья, забегая наперед, хотим вам сказать о том, что наша обувь очень тесно связана с нашими деньгами. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца для того, чтобы осознавать и понимать, что вы вообще делаете со своей обувью и почему ваша жизнь очень часто катится в тарарым. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, возможно, вы замечали, что есть люди, которые очень щепетильно относятся к своей обуви. И вы знаете, это не зря. Дело в том, что именно обувь очень тесно связана с энергией денег. Казалось бы, ну какая здесь может быть связь, правда? Но все-таки, если вы хотите быть богатым, успешным, вы хотите, чтобы у вас все было в порядке с вашей семьей, с вашим здоровьем и так далее, в общем, с вашими всеми сферами жизни, обязательно уделяйте внимание именно обуви. Дело в том, что наша обувь именно не просто потому, что обувь она дорогая, а именно ее состояние напрямую зависит и от толщины нашего кошелька. Вы знаете, наши бабушки очень часто говорили о том, что чем аккуратнее человек носит свои ботинки, сапожки, туфельки, то тем успешнее он и в жизни, в том числе и на работе. Но и занашивать любимую пару обуви до дыр, конечно же, тоже не стоит, потому что не меньшая дыра рискует образоваться и в вашей жизни, которая перерастет в долги, в кредиты, в какие-то финансовые проблемы. И вы знаете, наши предки знали о том, что именно обувь и деньги, и финансовое состояние человека, они очень друг с другом связаны. Давайте начнем с того, что самая лучшая обувь считается та, которую вы купили на растущую луну. И вот именно такую обувь очень важно одевать в сложные моменты в своей жизни, во время неурядиц, каких-то проблем на работе или, возможно, в вашей семье. И тогда обязательно вам всегда будет вести во всем, потому что обувь умеет очень определенные энергетические потоки. Когда вы купили новую пару обуви, не забудьте положить в нее монетку. Почему именно так? Дело в том, что таким образом вы привлекаете в свою жизнь счастье и удачу. И вот такую монетку не вынимайте в течение целого месяца, а носите обувь с монеточкой везде. Тогда эта пара станет по-настоящему счастливой и будет привлекать всегда к вам удачу в делах. Конечно же, еще одним, наверное, таким верным способом решить какие-либо проблемы наилучшим для вас образом, это надевать на переговоры или на встречу, на собеседование любимую пару обуви или ботинок, что именно вы любите, оно приносит вам радость. Возможно, именно такой обуви не один год, и выглядит она уже, возможно, потрепана. Но не обращайте на этого особого внимания, потому что за долгий период ношения такой обуви ваша обувь пропиталась, достаточно сильной энергетикой. И именно такая обувь и способна привлекать к вам удачу и везение в делах. Особенно когда мы говорим с вами о деньгах. И если настал у вас в вашей жизни период безденежья, такого бывает у каждого человека в жизни по разным причинам, или, например, вы давно ждете какой-то большой денежный перевод, то постарайтесь начать день с того, что первым обуйте именно левую ногу, а потом только правую. В этом случае в течение дня вам обязательно кто-то предложит деньги, или, возможно, вы выиграете весомую сумму, или деньги к вам поступят каким-либо
другим способом. Но главное, друзья, главное не сидеть на месте и не ждать у моря погоды. Главное двигаться, думать, размышлять и думать, какие моменты или как вы можете привлечь деньги в свою жизнь. Но обращаем также ваше внимание, что если ваша обувь, например, стала плохо выглядеть и имеет какие-то физические дефекты, ну, например, сильно стерся каблук, да, это, как правило, у нас бывает у женщин, когда мы носим туфли, босоножки, сапожки на каблуках, или появились какие-то дырки, то настало время правильно избавиться от такой обуви. Иначе такая обувь, она будет привлекать в вашу жизнь неудачи, она будет привлекать проблемы и финансовые сложности. И при этом не только в вашу жизнь, но и всех тех членов семьи, которые проживают в таком доме или квартире. Также самое относится к другим членам семьи. Если вы увидели, что обувь, например, порвалась, или что-то стерлось, или какие-то дырки, также обращайте внимание и на обувь у ваших деток, потому что это также энергетика, через которую просачивается вот денежная энергия и уходит из вашего дома, из вашей жизни. Помните об этом. Также очень важно, чтобы вы умели правильно избавиться от такой обуви. Вынести ее просто на мусорку или поставить у входа в подъезд, вы знаете, это все-таки неправильное решение. Человек, который захочет доносить вашу обувь, может забрать вместе с ней и вашу удачу. При этом он это сделает неосознанно, а вы также неосознанно, но, возможно, случайно можете передать свою удачу. Поэтому, чтобы этого не произошло, обувь следует максимально сильно испортить, чтобы она была уже непригодна для дальнейшего использования. Иначе таким образом у вас просто могут забрать. Также касается и обуви для детей, даже если она новая и так далее, не старайтесь дарить, потому что таким образом вы кому-то отдаете судьбу своего ребенка. Вы не знаете, как сложится реальная жизнь вашего ребенка, но каждый из нас желает, чтобы у его ребенка, у внука, у какого-то близкого родственника все сложилось так же благополучно и успешно. А чтобы это произошло, есть очень много моментов в нашей жизни, о которых мы не знаем. И ботинки – это в какой-то степени наша с вами не только судьба, но и денежная удача. И если вы кому-то дарите свои туфли, босоножки, то таким образом вы передаете вот эту денежную удачу. Это очень важно. Также никогда, особенно это касается девушек, которые очень любят часто меняться обуви. Ни в коем случае не меняйтесь обувью. Здесь не только в плане гигиены, это очень важно, но и также в плане того, что у кого-то может быть намного сильнее энергетика, чем у вас, и таким образом ваша подруга, знакомая, одев такую обувь, она просто ее может у вас забрать, и у вас начнутся определенные проблемы. Возможно, вы замечали, что по молодости, особенно вот многие иногда не понимают, а что же произошло? А произошли просто банальные вещи. Вы кому-то дали временно поносить то ли обувь, то ли какое-то свое именно любимое платье, или кофточку, курточку, или что-то из бижутерии. И потом в какой-то момент вы видите, что в вашей жизни начинают происходить не те ситуации. Например, начинают появляться скандалы у вас в отношениях с любимым человеком, начинаются с работы какие-то проблемы, вы перестаете быть внимательными и так далее, и так далее. Друзья, это все приводит к тому, что вот такая вот глупая ошибка приводит к особым и очень тяжелым последствиям. При этом не только для вас, но и, возможно, к вашим членам семьи. Поэтому очень важно, чтобы вы следили за своей обувью. Также всегда, особенно в зимнее время, да, мы с вами всеми носим сапоги, вечером пришли, сразу протрите, помойте свои сапожки. Также касается и кроссовок, туфель, босоножек. То есть не разрешайте обуви впитывать вот эту грязь именно в вашу обувь, потому что обувь, она не только защищает ваши ножки, но и также она несет определенную энергетику. Также, если вы хотите попрощаться с обувью, которая
вам не нравится, например, или имеются какие-то дефекты, то в таком случае будет лучше всего, если вы будете сжигать такую свою старую, например, обувь. Это, наверное, самое правильное решение. Таким образом, вы никому не передадите ни свою удачу, ни свое благополучие, ни денежную энергию. А это сегодня, в наше вот такое тяжелое время, очень важно. Друзья, мы надеемся, что наши советы и рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. Также, друзья, у нас на Телеграме есть канал, ссылка в описании видео, поэтому обязательно переходите на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на него, там также очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для всех. Обязательно прямо сейчас поставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране вы видите, друзья, два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете то видео, которое вам интуитивно интереснее, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной информации.